The periodical was published in fairly large edition, 3,000 copies. And you were distributing this both in Paris and then by mail to the United States. But how was it getting into the Soviet Union? Контрабанда. Все время была контрабанда. То есть люди, те, кто не боялся, они брали с собой и везли в Москву. Вот. Очень многие боялись и отказывались. Некоторых обыскивали, находили этот журнал, и это было опасно, их могли лишить визы. Они были связаны или делами, или учебой в Москве. Тогда на таможне искали не наркотики, а литературу. So literature was something that would undermine the state. Любая мысль не официальная, она преследовалась. Even if the art itself wasn't political? Сам факт, что журнал издается на Западе, это уже было преступление, это уже был криминал. Считалось, что Америка, особенно Америка и вообще Запад, это наш враг. You had an editor based in Moscow who was providing you with materials in terms of content, helping you find artists that were perhaps not people that you were friendly with initially. Художников, я еще когда был в Москве, я его со всеми познакомил, мы все были друзьями. Вот. А работы, конечно, потому что я не мог знать, что они делают вот в следующие годы. Собственно, журналы делался для того, чтобы те, кто эмигрировали, знали бы, что делают в Москве. Те, кто в Москве, чтобы знали, что делают эмигранты. Это было интересно всем. Эмигрировало примерно половину неофициальных художников. Прежде мы были в Москве, и все друг другу как бы помогали, вдохновляли, дружили. Вот. А потом половина уехала, половина осталась. И очень были трудные времена, брежневские времена. Вот это по письмам видно, там люди ужасаются, что будет дальше, неизвестно. So there were 8 issues. 7 of them were dedicated to visual art. One was for literature. And it was sort of then like a meeting place as a periodical, that your friends that were now dispersed throughout the world, not all living in the Soviet Union any longer, their works were now gathering within the periodical and then being dispersed back out. Да, благодаря журналу появились авторы текстов. До этого никто не писал текстов об искусстве. After the first issue, a number of the artists, you said, were called into the offices of the KGB? Да. И просто для беседы сначала. Но всем советовали не участвовать в этом журнале. Повторите. Это были профилактические беседы, так называется официально. В КГБ? Профилактика в КГБ, да. И всем советовали, требовали, в общем, чтобы они не участвовали больше в этом журнале. Who were some of those artists? Борис Грувис. Причем чувствовалась большая разница между художником или там критиком Борисом Грувисом и человеком, который его допрашивает. Потому что человек, который его допрашивает, он совершенно не знает, что такое искусство, современное искусство. Он не знает, как спросить. Вроде бы в самом журнале ничего нет антисоветского, такого явно антисоветского. И тем не менее надо как-то о чем-то говорить и как-то пугать этого художника. Ивана Чуйкова вызывали, там, Кабаков, Булатов тоже, но к ним приходили в мастерские, там разговаривали. You said that Kabakov was asked to write a letter denouncing the periodical? Уже когда 7-й номер издавался. Потому что когда был 7-й номер, то КГБ такую атаку сделало просто на всех. Thinking that it was somehow an American publication, that it was funded by perhaps the CIA? Я там был под двойным обстрелом. С одной стороны, в Советском Союзе писали статьи, что этот журнал издается ЦРУ, разведывательным управлением. Вот. А с другой стороны, иногда там старые эмигранты, им не нравилось это искусство. И они решили, что этот журнал издается на деньги КГБ. Я был как бы между двумя
обстрелами такими между двумя позициями. То есть вот русские националисты, они считали, что это идет разрушение русской культуры, вот, американское искусство приносится в Россию, зачем это нужно. Это незначительная часть, но тем не менее это было тоже. Это немного таких людей, но они были. И потом был такой коллекционер Глейзер, он считал этот журнал конкурентом и как бы всячески враждовал. В общем, был враждебен журналу «А я». И он просто открыто всем говорил, что это журнал КГБ.